миазма. А все это является результатом действия миазмы. The miasm is such a force which can drive us to misbehave with nature. Миазм – это такая сила, которая ведет нас к неправильному поведению с природой. You know, in the story of Adam and Eve. Ну вот вы знаете историю про Адама и Еву. God has created them, God has given everything to them. Бог их создал, сотворил, и Бог дал им все. To live and to enjoy. Чтобы жить и наслаждаться, радоваться. Only He has forbidden one thing. Только Он запретил всего одну вещь. Only one. He has given many fruits, many varieties. Only one fruit said, "You don't eat this fruit." Он дал им много фруктов и много-много всего. Только вот один фрукт, Он сказал, вот его не нужно кушать. So, man, Adam and Eve, they were obedient in the beginning to the God. Ну и вот Адам и Ева, они были послушны Богу. That means obedience to the divine will. Это означает послушание божественной воле. Then Satan came, that is the miasm. Потом сатана пришел, вот это вот и есть миазм. Then he influenced the human being, the mind of the human being. И он стал влиять на ум человеческого существа. And seduced them. И посеял сомнения в них, да? And искушение, искушение в них. And made them to disobey the order of the God. И сделал так, чтобы они стали непослушными к приказу Бога, к воле Бога, к законам Бога. First he influenced Eve, and through her he has influenced Adam. Вначале он искусил Еву, а через нее уже искусил и Адама. And then they have eaten the fruit, and you know that is the fall of man, human being. И потом они съели этот фрукт, и вы знаете, это было падение человека. So when we go against the divine law, cosmic law, then we have to undergo all the suffering. И поэтому, когда мы идем против божественных законов, мы должны пройти через много страданий. That is a symbolic story. Это символическая история. An eternal story. Вечная история. You find in all the scriptures such symbolic and eternal stories. Вы найдете ее во всех священных писаниях. So this miasm is such a force which drives us to misbehave with the law of nature. И вот этот миазм – это такая сила, которая ведет нас к непослушанию и действию против законов природы. And there are, so the miasm is explained as the source of all the disease in the human kingdom. И вот миазм описывается как источник всех болезней в человеческом мире. And the basic miasm is identified as psora. И основной миазм обозначен как псора.
And when Sora is there as the root, then there is the outcome of other miasms like psychosis. И когда ссора уже укоренилась, тогда она является причиной других. And syphilis. Это психоз и сифилис. Так я перевожу, Лисан, да? And whenever we are subjected to experience the pain or due to the misbehavior, then the Sora creates a tendency for us to suppress this. И когда бы мы не испытывали боль, которая является результатом наших неправильных действий, псора, она всегда будет направлять нас на то, чтобы мы подавили эту боль. Whenever there is the experience of pain, когда бы не был опыт боли, then immediately we try to find some method how to make this pain disappear as soon as possible. Тогда мы сразу хотим найти способ, как избавиться от этой боли как можно быстрее. We do not wait a little to understand what is the message given to us through this pain. И мы не ждем немножко, чтобы понять, в чем же послание этой боли, о чем она нам сообщает. So if you make the pain disappear, поэтому, если вы делаете так, чтобы боль исчезла, then what happens is we can never understand what is the cause of this pain and where is the source of this, and we never understand this. И тогда что происходит? Мы тогда никогда не поймем, где же источник этой боли и в чем же истинная причина, почему так произошло. And finally, we come to a stage where where we get into incurability. И в конце концов, то есть вот с подавлением боли мы доходим до такой стадии, когда болезнь становится уже неизлечима. You know, pain is the experience. Pain is such type of experience which is not unpleasant experience, but it is also created by nature, forces of nature. Ну вот мы знаем, что боль — это такое переживание, которое неприятное, но боль также является творением природы. Suppose, for example, if you have put your hand into flame, Ну вот, например, если вы поместите свою руку в огонь, so you feel the pain due to burning. вы сразу же ощутите боль и жжение. So why should there be this experience of this pain and burning when you put your hand in the flame? Для чего же должна быть вот эта боль, когда мы кладем руку в огонь? What is the purpose of this pain? В чем цель этой боли? It is to protect you from being destroyed. Она для того, чтобы защитить вас от разрушения. If you don't feel the pain, you may enter totally into the flame and you will be destroyed. Потому что если вы не будете ощущать боли, вы можете войти полностью в пламя и разрушитесь. So you'll
In the same manner, И таким же самым образом the experience of a pain due to any disease is also such an experience like how you feel the pain of burning when you are put into the flame. И таким же образом ту боль, которую мы испытываем от разных болезней, она несет ту же самую функцию, как и боль, когда мы кладем руку в огонь. It is the result of improper action. Она является результатом неправильного действия. So the right action is to identify where is the source of this wrong action. И правильным действием будет это определить, где же источник этой боли, то есть And rectify that at that level. и исцелить это на том уровне, то есть причины, где то неправильное действие, которое привело к боли, и на этом уровне изменить. Then your vital force can regain its normal state of functioning. И тогда ваша жизненная сила обратно вернется в свое нормальное функционирование. And when your vital force regains normal functioning, the symptoms automatically will disappear. И когда ваша жизненная сила вернется к своему нормальному функционированию, тогда все симптомы автоматически исчезнут. Without this, if you directly make any effort to make the symptoms disappear or destroy the pain, then it leads to incurability and disaster. Если вы не сделаете этого, а будете уничтожать боль, чтобы вы не чувствовали боли, тогда это приведет к разрушению, к катастрофе. So we will go more deeper to understand these miasms in next class. И мы пойдем более глубоко в понимании этих миазмов на следующем классе. Don't think that we have gone from one subject to other subject. This is all one subject only. Не думайте, что мы перескочили с одного предмета на другой. Нет, это все один предмет. We entered into this from the what is the will and what is the divine will. Мы вошли, пришли к этому из темы, что такое воля, что такое божественная воля. So homeopathy is a spiritual science, just not a materialistic medicine. И гомеопатия – это духовная наука, а не материалистическая. Vasudeva. Vasudeva.